Всем привет! Как я и обещал, сегодня будет продолжение прогулки по Амстердаму. Но прежде чем мы прогуляемся там, давайте вернемся все-таки на эту виллу. И я вот, например, задумался, возможно, задумаетесь и вы. А почему же человек, который живет в таком замечательном городе, в такой вроде бы замечательной стране, выбрал это место и решил на старости лет все-таки переехать сюда? Я хочу, чтобы вы поняли, насколько мы все разные. Мы пытаемся с кем-то дружить, кого-то понять. Вы никогда не сможете понять другого человека полностью. Вы не можете залезть в его шкуру и прочувствовать все его прелести или неприятности жизни. Так вот, там, где я побывал в гостях у Светы, она живет в очень тесных условиях. У нее квартира может быть 35 квадратных метров, 40. И, кстати, такая же квартира и у меня в Украине. Поэтому я очень хорошо ее понимаю, что такое теснота, неудобство. Хочется какого-то простора, тепла. Опять же, тепла у меня в Украине тоже холодно было. А в этом месте как будто все сливается в единую гармонию, то, чего тебе не хватало много лет. Кстати, при прогулке по Амстердаму задумайтесь, там очень тесные дома тоже. Там настолько тесные подъезды и лестницы, что эти дома потому и делали наклоненные, чтобы легче было туда мебель заносить через окна в квартиру. Представляете? В Амстердаме, в Голландии очень сильно боролись за землю, понимаете? Он же построен на болоте. Вы посмотрите, столько земли, бери, строй, живи, блин. Нет, не дают тебе, не разрешают. А если взять Украину или тем более Россию, сколько земли, и люди не могут ее эффективно использовать. Вы понимаете, какой-то странный маразм. В Амстердаме, прежде чем построить дом, туда вбивали десятки деревянных свай, чтобы он не проваливался в болото. Задумайтесь также о Дубае, насколько сложно из пустыни сделали такой город, такую страну. Блин, это я в шоке, понимаете? Вот земля, бери, строй, никто не дает, никто не хочет. Вот как вы это можете объяснить? Объясните мне, мне не хватает мозгов понять это. Возьмите Украину, какие черноземы, сколько земли, живи, радуйся, развивайся. Нет, все ломают, грабят. Возьмите Россию. Там вообще, чем больше земли, тем больше бардака, по-моему. Ну вот вы задумывались тоже, еще раз говорю. Вы смотрите Амстердам. Давайте с другой стороны посмотрим на это все. Так ко всему этому маразму, мало того, что ты не знаешь, что со своим количеством этим земли делать, ты еще идешь захватывать чужую землю. Блин. Мир сходит с ума. И поэтому мне в этом доме, в этом покое и, наверное, свете действительно хочется от всего отдохнуть. Пусть это работа, пусть это тяжело. Но зато это тишина и покой, птицы, кошки, собаки, червяки, скорпионы. Все здесь, но оно все натуральное, оно все не подлое. Ну а мы возвращаемся в Амстердам. Сейчас я проведу эксперимент. Посмотрите следующий кусочек видео в том формате, в котором я его сейчас переделаю. Дело в том, что в прошлом видео, да и во всех моих прогулках, то ли по Риму, то ли по морю, то ли где угодно, допустим, здесь мне написали, что как-то нудненько. Во-первых, нудненько, да, что погода такая, и моя съемка, она специфическая. После следующего отрезка видео я вам объясню, почему и в чем разница. И на что вас просто присадили, а о чем вы многие не задумываетесь.
Так вот, смотрите, что получается. Нас всех присаживают на такие короткие видосы, как говорят. Кормят нас дофамином. Но когда вы приезжаете в какую-то поездку, у вас не получится так менять кадры каждые там 6 секунд. Хотя бы, чтобы вы куда-то приехали, вам надо потратить время, деньги на дорогу, на самолеты, на перелеты. И это все особенная часть поездки, которая тоже является нудной. А так все быстро посмотреть, знаете, жизнь чужих или других кажется нам как-то какая-то такая веселенькая, классная. А чё же у меня так все в дерьме? Да потому что в кино легко все сделать красиво и просто. Но и еще раз хочу напомнить, все-таки канал для меня это как хобби. У меня появляются новые интересные знакомые. Видео я снимал бы, наверное, и без канала, но просто где их сохранять и что с ними потом делать. А канал это хороший способ сохранить себе и память, ну, соответственно, и вам показать, какой смысл информации, если с ней не с кем поделиться. Иногда от меня странно люди отписываются, чуть ли не хотят мне сделать назло. Вы что, прикалываетесь, что ли? Не я потеряю, наверное, а вы потеряете от непросмотров каких-то интересных вещей, и канал будет развиваться, и будет, наверное, более интересно. Бесконечно. Вот они сейчас все это отремонтируют, закроют, через месяц снова начнут. Так что Амстердам не Амстердам, а трубы у них тоже рвутся. Ничего не видит, никому в глаза не бросается. Да, есть хитрости, есть всякие хитрости, приспособы. Прикольная архитектура такая, ну вообще с Римом не сравнить. Так, профессиональный мой взгляд поймал кривую трубу, некому этим заняться. Причем, мне кажется, вот эти велосипеды, они очень портят вид города. Не знаю, никто об этом не знает. Мы все привыкли, но если бы их не было, было бы красивее. Это нам. И так красиво. Шашлыки, блядь. А можно позвонить? Или он на сигнализацию? Звонок, как в этом, в Сардепе. Сложно, конечно, так построить дом. Очень много мелочей. Старый. Очень старый дом. 19 Амстердам. Вроде просто, а вроде, блин, как-то интересно. Вот тут вот все эти крутые магазины. Шанель, там бла-бла-бла. В Москве тоже любят, я так знаю, такой стиль. Но они то обои, то еще что-то, а здесь натурально. Можно ходить. Это такая пользовательская место. Лежат все. Вот там каток сейчас, по-моему, работает. Какие-то у вас чайки другие. Это маленькие. У нас чайки, знаешь, вот такие.
наверное, новорожденные чайки. Что это за музей? Рейхсмузеем. Как? Рейхсмузеем. Рейхс. Рейхс. И Рейхс. слово красивое, но Ну, Рейхсмузеем. И вот там слева еще чуть подойдем вот поближе. Глянем. наискосок будет музей Ван Гога. Все хорошо, погода. Погода нехорошо. Еще дождь должен быть. Это дорожка интересно сделана. А я ходила на фигурное катание и на конькобежный спорт в детстве. Ну, У тоже меня, это бы- было. у меня когда- были когда-то ножи. Я не очень-то там был любитель. Ну, катался. Таких, знаешь, длинных. Да, конькобежным. Я дико увлекалась. Мне вот фигурное не очень нравилось, хотя походила года 3. А конькобежный я прям маньяк. Вон, поднимись на мостик, там лучше видно. Тут музычка, обстановочку всю не могу передать, боюсь за авторские права. Ну идем, Света идет пить кофе, а я иду смотреть на каток. Я уже лет 30 не стоял на коньках, я бы с удовольствием попробовал покататься. Ну как-то то времени мало, то холодно, что-то мне так слюна текла на эти коньки. Так я и не покатался. Как-нибудь еще в следующие 30 лет. Может, на коньках покататься? Ага. 8 евро коньки стоят на прокат. Магазин Ван Гога. И что ж там есть? Я имею в виду сувениры всякие с его этим. А. Ну, теперь буду знать, что Ван Гог голландец. Ну, а вот и этот знаменитый художник. Страдал он шизофренией, как-то отрезал себе ухо. Картины его стоят купу денег. Наверное, в них что-то есть. Но все они были оценены, конечно, как всегда, после смерти. Да и умер-то он романтично. Рисовал на природе картину, а потом просто взял себе и выстрелил в грудь. Через 2 дня он помер. Блин, хоть согреться можно. Тепло здесь. Классный телевизор, супер качество такое. Тут тоже хорошо снять. Смотри. Идем Ну подожди. Красота. Блин, здесь оказывается нельзя мешать велосипедистам. Я не привык, бля, я хожу, а они могут тебя сбить и им пофиг. Они будут правы. Хорошие, как раз можно задумчиваться. Я тебе говорю, разнообразие архитектуры.
Что не дом, что то какой-то другой. Как будто себе сам каждый задумывал свой проект. В общем, тут свои чудеса с этими оплатами. В трамвае, допустим, мы хотели вернуться домой, надо оплачивать опять же карточкой. В последнем баре у Свети почему-то не приняли платеж. Она уже начала переживать. Придется даже обратно пешком пилить. Мы даже не сможем за трамвай заплатить. Ну, у меня же есть. А мы не можем одной картой платить за двоих. Офигеть. Блин. Я же могу телефоном заплатить? Ну да, пойдем. Это место всякой тусни молодежной. Но у меня помимо банковской карточки есть еще телефон, который привязан к другой банковской карточке. Теперь получалось два. Ну а потом у нее и часы заработали. В общем, идем дальше. Ну вот они, сколько я там, столько они. Клиентов всегда там. Может, присядешь между ними, а я тебе здесь открою. Еще одна улочка классная. Прикольная. Магазин, только утки. Тю. Зачем? А есть же магазин, где только коровки. А зачем кому-то только утки? Почему мне не хочется особо чего-то озвучивать? В принципе, так и на прогулке. Даже не хочется что-то обсуждать, разговаривать. Просто идешь, любуешься, смотришь, думаешь о чем-то своем. Надеюсь, у вас такое же желание появится. Наверное, конечно же, не у всех. Кто-то опять мне напишет, что это нудно и что-то здесь не так. В любом случае, оно так есть. Даже если вы сюда приедете, именно так и будет происходить ваша прогулка. Ну или разве что, как кто-то мне написал, так и хочется напиться и покурить от такой погоды. Кстати, не забудьте досмотреть до конца. В конце меня эта поездка неприятно удивила. Ну, не буду рассказывать заранее. Не могу не снять вам этот магазин.
that shape. Yeah, but like this local. Можно попробовать даже. С какими-то специями. Oh no, you don't know. Oh, you don't. Spain, no. But in Europe, it's fine. But this can Mesela inciri çok güzel olacak. Сыр, но вкус колбасы. Bir tane de ondan aldım. Ama şey alırım. Еще и перец. Вкусно. Прикольно. Самое вкусное. let's and roll, let's and roll. Это там именно I changed the position. Because now we have more А, flavors. цены вот есть. And it doesn't give any smoke. 4 евро. And nobody dares to kneel down and get what's under. 11 что, килограмм или что? So I put it back to the original. I ordered crackers, sesame paper, because I didn't eat. That's the only one left that's less crackers. But when I was cleaning up, Ну, такие вкусные. Даже не знаю, с чем сравнить. А ну, держи. but then I saw another 60. So you overall did. Well, because Monday, for sure, because it's just Monday. Поем на шаг. Цена за килограмм или что? Что, божеская цена? Если за 100 грамм, то здесь написано. Ага. Или за 100 миллилитров. Это сладкий один. Интересный голубой, оранжевый. Ну, не профи в этих сырах. Ну что, я бы все купил по одной. Это ж цены какие. А, три штуки по 300 грамм, 40 евро. Лаванда. Лаванда? А, ну да. С трюфелем. Как же не попробовать черный-то? Те прикольные. Этот с трюфелем. Extra old. The other option. Ну, классные. Блин, если честно, я просто не видел никогда ничего подобного. Ну вот это
3, сколько без очков не вижу. Это за Ну да. Следующий магазин меня заворожил, магазин мыла. Запахи классные. Жидкости нельзя провозить. Ну почему заворожил? Потому что в таких магазинах я здесь не бывал. Я знаю, что делают самодельное мыло. Я тоже когда-то там смотрел в интернете, как же его сделать. Ну, такие коробку мы купили Вале в подарок. Там 3 куска мыла. Действительно своеобразный запах. Мылится классно. Ну, цена, конечно, за один кусок около 12 евро стоит оно. Но видите, они так классно это придумали, эту продажу, что и люди есть, и обстановочка такая интересная. Ну, тоже прикольный магазин. Я как ребенок, знаете, зашел в игрушечный, так и я в мыльный или в сырный. It's only available here because it's a Dutch celebration. It's for Sinterklaas. And 75% of the profits will go to an anti-racist organization. So, also for charity. Ну и завораживают, видимо, сами запахи, понимаете, вы как будто попадаете в какой-то, а такого я не знаю, запаха такого не знаю, этот прикольный. Потом эти запахи все начинают смешиваться, ты уже не понимаешь, какой лучше, какой хуже. Ну, так же, как и в парфюмерном магазине. Если в сырном магазине можно что-то попробовать, то, блин, с этим здесь проблема. one moment. Yes, take your time. You can try again. Yeah, because second ago it pays and 10 minutes. Короче, 30 с чем-то евро мы там оставили. Ну, это вдохновение. Света говорит, самый знаменитый рынок какой-то, только у меня мигает все. Блин. А здесь что, говорят, поля тюльпанов есть, да? Да, Келкинхолл. Такой Кейкинг. парк цветов. Там не только тюльпаны, там все. Есть тюльпановые поля. Ты можешь даже на хеликоптер, как по-русски, штучка с хеликоптера. Вертолет. О, на вертолете можно даже посмотреть. Или на специальном паровозике. — 10 штучек, 3,50. Да, у тебя земля прям тюльпанов просит. Ой, ландыши. Вот это вот, да, для меня вообще. Ландыши — это все. Я не знала, что они здесь есть. Сколько же они стоят? Один банан? В Риме я не видел таких. Ландыши. Надо купить. Ну, несчастный, я буду знать, что здесь есть ландыши. А Я что с думаю, ними делать? ой, ну, самые любимые цветы, как они пахнут. Это же просто... Ну, пахнут, да. обалдеть. А что за лимоны хитрые? Смотри, баба. Баба. То есть здесь везде продают. Ты можешь купить такой горшочек. Это клубника, которую можно выращивать внутри квартиры. Ты ее в горшок посадила, она вырастет. А потом можно же размножать ее, не? Я не знаю. Я про размножение ничего не знаю, но это... Растения помирали. Мы даже
столько раз дали, покупали. Я ж тебе тоже купил за 5 евро, типа такого корня. Посадил, ничего не выросло. Ну вот видишь, тварь какая. Может оно еще и вырастет, но... Лет через 5 так приедешь, оба она. Здравствуй. Не, ну Андрей, я действительно. выросла. И смотри, везде для собак эти. Везде, в ресторанах. Так. Черный тюльпан. Это, говорит, магазин только 32 дня работает в году. Все хорошо, но вот эта вот музыка ихняя, все время снимаешь и боишься. А возьмут и из-за кусочка видео, то есть музыки, заблокируют целое видео. На этом моя прогулка закончилась. Вечером я провел у них дома и утром отправился в аэропорт. Пришел, но не наш. Все, закончилось мое путешествие. Вокзал. Потом аэропорт. Где есть дроны, больше летать не будут. Или танки. Сюда надо приложить билетик. Ну, билетик в телефоне, что придется выключить камеру. Вокзалище. Фу, один барьер прошел. Теперь надо как-то пересесть будет на автобус, который меня довезет до аэропорта. Думаю, разберусь. Мой 4-й путь. Жду. Курить нельзя здесь так прям, чтобы встал и курил. Надо где-то... А, он курит, чувак. А, он курит, Свет. Света боится, и меня уже напугало. Прогулялся, я вам скажу. Так что, как видите, жизнь у меня насыщенная. Ну и все. Я в аэропорту этого Эндховена. Курю. Через час посадка. Все спокойно, слава богу, с дронами, блин. Я тоже думаю, что какая-то фигня. Может, кто-то просто решил полетать, а не кипиш навели. Ну а здесь началась самая неприятная часть моей поездки. Пока я здесь ходил, бродил на лавочке, я нахожу довольно симпатичную упаковку. Запечатано, все красиво. Открываю. Там вот такое вот бискотто. Ну пробую, думаю, оно же запечатано все. Думаю, может Бог мне послал. Думаю, может поделился кто, а может забыл. И делать нечего было, и жрать уже захотелось. После того, как я его съел, час-полтора со мной ничего не происходило. Во время прогулки мы заходили в эти амстердамские магазинчики, и я долго присматривался на всякие печеньки, которые продавались там. Я думаю, интересно, а как же они работают? И вот тебе на. Попадается мне такая странная печенька. Надеюсь, тут никто не живет в этих районах.
Я имел в виду шум от самолетов, который просто там зверский какой-то. Блин, кстати, уезжаю, погода налаживается. Тепло более-менее стало. Дождя нет. Что делать? Та же процедура. Сейчас меня проверят. И там опять посадка. Здесь поменьше аэропорт. Не знаю почему, на досмотре меня досматривали более тщательно, чем других. Все чудеса начались после взлета самолета. Только он набрал высоту, меня начало подташнивать. Сначала слегка, потом больше. Я был немного в шоке, потому что за свою жизнь все-таки летал много раз, и меня никогда не тошнило. Почти всю дорогу я проспал, но я спал в таких странных позах, я иногда просыпался, думаю, нифига себе, как я могу так спать. В общем, что-то со мной происходило настолько странное, что я даже не помню, как я выходил с самолета. Представляете? Такое состояние, что ты вроде есть, а вроде тебя нет. Как будто работает только половина головы, блин. Помню, что хотел заснять это состояние, но сил у меня просто не было. Естественно, я стал подумывать, а что, почему такое могло случиться. И тут мне это все бискотто, эта печенька не давала покоя. 100% там что-то было подмешано. Меня встретил в аэропорту Марьян. Опять приключения. Еду полуживой какой-то. Я не знаю, в этом бискотто, наверное, что-то было, блин. Мне и Марьян тут рассказывает, что такое бывало в Турции. Они что-то вкалывают в эту бискотту, ну, а потом тебя грабят, когда ты отключаешься. Просто полголовы не моей. Это точно я что-то съел в этом бискотто, блин, было. Просто плохо мне. Или хорошо. Я не знаю, как это называют у них. Я до сих пор, блин, хреново. Я как пьяный хожу, блин. Это точно что-то в этом бискотте. Больше ниоткуда было. Это не с самолета. Я никогда такого. Это только какая-то фигня была подсыпана в бискотту. Мне вот в жизни еще с этим я не было попандоса. Ну, попандоса не случилось, но могло случиться.